Всем доброго дня! Приветствую вас у себя на канале. Сегодня хочу предложить вам связать вместе со мной вот такой вот простой, но довольно эффектный ажурный узор спицами. Раппорт рисунка состоит из 8 петель в ширину и 4-8 рядов в высоту. В эти 8 рядов в высоту входят как изнаночные, так и лицевые ряды. 4 лицевых ряда, 4 изнаночных. Вяжется очень просто, получается стильно и эффектно. С данным узором справится даже начинающая рукодельница. На спицу самым обычным образом мы набираем 20 петель. Я набираю методом длинный хвост. Вы же можете набрать тем методом, способом, который удобен вам. 20 петель у нас набрано. В эти 20 петель входит 2 раппорта нашего узора, плюс 2 петли для симметрии и плюс 2 петли кромочные. Разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и провязываем первый установочный ряд изнаночными петлями. Первую петлю кромочную мы снимаем и вяжем до конца ряда изнаночными. Повторюсь, этот ряд установочный. И далее в раппорте узора он уже фигурировать не будет. Довязали ряд до конца, разворачиваем вязание на лицевую сторону и вяжем первый лицевой ряд. Первую кромочную петлю мы снимаем, 2 петли изнаночных, 4 петли лицевых, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 2 петли изнаночных, 4 петли лицевых, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 2 петли изнаночных, 1 кромочную мы провязываем изнаночной петлей. Провязали, разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Изнаночный ряд вяжем так, как смотрят петли. В лицевых рядах мы провязывали 2 петли изнаночных, их мы вяжем в изнаночном ряду лицевыми. Накиды в изнаночном ряду вяжем изнаночными петлями. Вяжем второй лицевой ряд. Первую кромочную петлю мы снимаем, 2 петли изнаночных, 3 петли лицевых, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 накид, 2 петли изнаночных, 3 петли лицевых, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо, 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли изнаночных. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей и разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Изнаночный ряд мы вяжем так, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными петлями. Вяжем третий лицевой ряд. Первую петлю кромочную мы снимаем, 2 петли провязываем изнаночными, 1 накид, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево,
4 петли лицевые, 2 петли изнаночные, 1 накид, 2 петли вместе провязываем одной лицевой с наклоном влево, 4 петли лицевых, 2 петли изнаночных. Последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. Провязали и разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Изнаночный ряд вяжем так, как смотрят петли. Вяжем 4-й лицевой ряд. Первую кромочную мы петлю снимаем, 2 петли изнаночных, 1 накид, 1 лицевая, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево, 3 петли лицевых, 2 петли изнаночных, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево, 3 петли лицевых, 2 петли изнаночных, последняя кромочная изнаночной петлей. Разворачиваем наше вязание и вяжем последний изнаночный ряд в высоту раппорта нашего узора. Вяжем его так, как смотрят петли. Напоминаю, накиды провязываем изнаночной петлей. Так, мы сейчас с вами провязали первый раппорт в высоту нашего рисунка. И далее вяжется столько раппортов, сколько нужно вам в зависимости от вашего изделия. Я провязала 3 раппорта в высоту, и выглядит он уже довольно эффектно, сам узор. Вы же можете вязать, повторюсь, столько, сколько нужно вам. Узор хорошо подойдет для джемперов, свитеров, кардиганов, в принципе, также для шапок и снудов, бактусов, да? Не, точнее, шарфов, не бактусов. В принципе, при желании можно вписать этот рисунок и в бактус. Вот так вот выглядит изнанка, тоже вполне довольно себе аккуратно. Повторюсь, рисунок имеет довольно широкий спектр применения, вяжется просто, легко, справится даже начинающая мастерица. А я надеюсь, что была для вас сегодня полезна. Если это так, ставьте этому видео пальчик вверх. Не забывайте подписываться на канал. Будет много полезных, интересных выпусков для вас. На сегодня у меня все. Пока-пока.